Я был тогда промысловиком в советские годы. Добывал соболя и сдавал его. Был счастливый и сытый. Так и занимался любимым делом и жил в окружении природы. Было у меня на моей территории 3 домика, зимовья. Также были 2 замечательные собаки-лайки, которые помогали мне. Так вот, в очередной обход своей территории, когда я ехал на снегоходе по протаренной дорожке, увидел я волка. Видно было по его движениям, что он старый уже, еле лапы передвигал. Я, постояв пару минут, окликнул его. Волк посмотрел на меня, подумал о чем-то своем волчьем и, развернувшись, похромал в противоположную от меня сторону. Ну, подумал я, помрет ведь. Видно по нему, что охотиться он уже не может. Прошло пару дней, и судьба решила еще раз нас связать с этим старым и матерым волком. Я шел с собаками проверять свои ловушки. Вдруг собаки резко убежали по заснеженному оврагу, там он и лежал без сил, только глазами водил. Умирать пришел он сюда, во овраг. Крикнул я на собак, чтобы те успокоились, и подошел к ослабевшему зверю. Тот же не проявлял абсолютно никакой агрессии. Ему уже было все равно, что с ним будет. «Ну раз так, дружище, то судьбу твою менять я буду, пенсию тебе устрою», обвязал его веревкой вокруг груди и потащил к себе в избушку. Зачем? Да я и сам не знаю. Может быть, скучно мне было, а может, жало старика стало. 2 недели я его выхаживал. Кормил до отвала, да разговаривал с ним ночами. Вскоре волк уже стоял на ногах и даже начал огрызаться на моих собак. Я уже планы на него состроил, будешь охранником зимовья от медведей. Но в одно утро, выйдя с ним на лицу, он, поворочив носом, резко куда-то убежал и был таков. Вот мне и благодарность, очень я тогда расстроился, но каково же было мое удивление, когда я вечером, сидя печки, услышал стук в дверь. Подумав, что это коллеги из соседних участков, радостно открыл дверь и обомлел. Передо мной стояла женщина, которая смотрела на меня большими глазами, и, по-моему, она благодарила Бога, что в избушке был я. Смотрю, а волк-то мой тоже тут, тоже в избу просится. Вот так поворот судьбы. Ну, заходите, гости дорогие. Отогрел я эту женщину. Оказалось, что она шла по старой просеке в деревню, да заблудилась. Говорит, как волка увидела, так в снег и упала, и с жизнью попрощалась, а он ее за валенок тащить стал. Ох, и смеялись мы в тот вечер. Как же я иногда удивляюсь. Судьба может интересно сложиться. Влюбился я в эту женщину, а летом уже и женился на ней, и стали мы жить в деревне неподалеку, а что и работа как раз рядом, а волк во дворе стал у нас жить. Недолгий век у него был. Старый все-таки он был, но зато как он нас свел, просто диву даюсь. А если вам понравилась эта история, ставьте лайк, комментируйте и не забудьте подписаться.